Всем здравствуйте, с вами астротаролог Ева Вирка. И сегодня мы с вами смотрим астрологические прогнозы на ноябрь месяц для всех знаков зодиака. И начнем мы сначала с астрологических общих событий и затем перейдем к каждому знаку зодиака. И хочу вам сказать о том, что теперь у нас таро расклады будут отдельно, каждую неделю выходить, поэтому для тех, кто еще не смотрел таро расклады с 31 октября по 6 ноября для каждого знака зодиака, посмотрите, кому интересно. А также для тех, кто хочет личную консультацию, пишите мне в сообщении ВКонтакте. Итак, мы начинаем. Первое событие, которое у нас произошло уже, это с 25 октября по 8 ноября мы вступили в коридор затмений. Это период трансформации и кардинальных перемен. Однако, если вы были готовы к ним и шли к своим достижениям и целям, значит для вас этот период будет более благоприятным. У меня есть отдельное видео на канале по поводу периода затмений. Те, кто еще не смотрел, посмотрите, кому интересно. 8 ноября у нас произойдет два астрологических события. Первое из которых лунное затмение, которое произойдет в 14:00 по московскому времени в знаке Телец, и которое затронет эмоциональную сферу, сферу здоровья. Конечно, стоит концентрироваться на эмоциональной сфере чуть меньше, стоит избегать необоснованных действий, и нужно будет проработать как психическое, так и физическое здоровье. Вы будете способны поменять свою жизнь, так как перемены, как мы все уже видим, не прошли стороной каждого из нас. И, конечно же, такое затмение происходило 9 ноября 2003 года. Вспомните как раз-таки, что с вами происходило в жизни, но не обязательно именно 9 ноября, а плюс-минус 1-2 месяца. Такое тоже может быть, и в этой сфере, скорее всего, и это лунное затмение у вас проиграется. 8 ноября тут же происходит полнолуние. Конечно, эмоции и чувства выйдут у нас на первый план. Нужно трезво оценивать происходящие события, следите за сказанными словами и фразами. Также оно может затронуть сферу вашего «я», вашу самооценку, личностные качества и сферу межличностных и любовных отношений. В период полнолуния не стоит начинать новые проекты и устраиваться на новую работу. Хорошо будет по полнолунию пересмотреть свое отношение к финансовой сфере. Если в ней происходят изменения, может, конечно, поменяться источник заработка. Смотрите, если затмение лишило вас источника дохода, значит, вы могли пойти совершенно неверным путем. Оно как бы высветит вам ваши проблемы. А если у вас произойдет скачок в доходах, значит, вы идете абсолютно верным путем и в дальнейшем можете приумножить свое благосостояние. Не отчаивайтесь, если все пошло не совсем тем путем, которым вы хотели, значит, должны быть перемены. И перемены, они к лучшему, и они неизбежны. Далее, 17 ноября Венера переходит в знак Стрельца и останется в нем до 10 декабря. Венера у нас была ретроградная, сейчас она переходит в прямое движение. Вы знаете, у вас появится некая легкость в эмоциональном плане, и вот нагнетание тревожных мыслей, неуверенности, страхи, они отойдут на второй план. Вы почувствуете такую внутреннюю свободу и внутреннюю уверенность в своих действиях. У вас будет очень много общения, знакомства с новыми людьми, жажда приключений, удовольствий, и они выйдут, конечно, на первый план. Красота выйдет на первый план. Но не забывайте проверять поступающую информацию к вам в это время. 18 ноября Меркурий входит в знак Стрельца. Это очень хорошее время для поездок, путешествий. Можно заниматься уже наконец-таки новыми проектами, развивать новые таланты, увлекаться новыми хобби. Менять, кстати, работу можно или переходить на новую должность. Энергия, в общем, будет набирать новые обороты. Да, кстати, еще можно подписывать договоры и контракты. 22 ноября Солнце переходит в знак Стрелец. Возможен переезд, поездка за границу, познание других культур и религий.
осваивание новых сфер жизни, а также людям будет присуще трудолюбие, искренность, энергичность. И многие, кстати, позитивно взглянут на себя и на мир вокруг. 24 ноября новолуние в Стрельце. Хорошо планировать дальнейшие действия, связанные с получением образования, особенно за рубежом, планировать развитие бизнеса и все, что связано с творческими проектами, с творческим ростом. Но смотрите, действия в этот день, конечно, стоит отложить, так как день хорош для продумывания планов, а не для их реализации. В этот же день, 24 ноября, Юпитер выходит из ретро-движения и пробудет в директном положении до 12 декабря. Появится больше сил и энергии для разрешения многих вопросов. Вообще Юпитер – это планета расширения, которая несет удачу и щедрость. Вообще не исключены поездки в путешествия, занятия эзотерикой и развитие своего кругозора. Ну и далее мы переходим к астрологическим событиям для каждого знака зодиака. Овны могут сменить источник дохода. Не исключены путешествия, изучение иностранных языков. В семье будет царить гармония. Если вы не в браке, вы можете встретить вторую половинку. Может, это будет человек издалека, иностранец. А также многие овны могут переехать в другую страну или сменить место жительства. Далее вы можете в этом месяце развиваться духовно, углубляться в медитативные техники, а также не исключена встреча с давними знакомыми или родственниками, а также вы будете завершать или переделывать документы. Тельцы. Для вас пришло время кардинальных перемен. Возможны перемены в семейной жизни, смена места работы, перемены в мировоззрении. У вас может проявиться интерес к эзотерике, обострение интуиции, а возможно получение наследства, хороший заработок вашего супруга или супруги. Будьте аккуратны на дороге. Далее можете заняться блогерством, писать книги, а кто-то, кстати, будет разбираться со своим психическим здоровьем. В конце ноября можете объединиться с группой людей по интересам, либо встретить лучшего друга. Близнецы. Для вас возможен внезапный переезд. Все, кто испытывал трудности в плане здоровья, могут его поправить или неожиданно выздороветь, если соблюдать все правила и предписания врачей и духовно развиваться. Благодаря своему упорству и труду вы будете гордиться своими достижениями. Одинокие представители знака Близнецы могут завести роман или встретить вторую половинку. И, кстати, не исключено предложение руки и сердца в этом месяце. Семейные знаки будут жить в гармонии, но если отношения изжили себя, значит не исключен развод. Вы подадите на развод, это будет легко и пройдет он очень гладко. Если вы были в ссоре с кем-то, возможно, вы помиритесь с этим человеком и, возможно, продвижение в карьере, а также занятие новым и любимым делом. Раки. Вы увидите, кто как к вам истинно относится, и могут быть неожиданные новости от друзей. Для тех, кто ищет работу, вы ее найдете, но не стоит переусердствовать, так как вниманию своему здоровью тоже нужно будет уделять. Хорошо, конечно, будет заняться духовными практиками, перейти на правильное питание, пройти медобследование. И не исключено, что в сфере работы вы узнаете о прибыли. В сфере продвижения возможен достаток, высокое положение, и в конце месяца будет удачно заниматься судебными делами и подписывать договоры. Львы, у вас наступают перемены в сфере вашей деятельности. Вы захотите заняться чем-то новым или занять новую должность. Возможно, перемены в семье или семейной жизни. Одинокие представители могут неожиданно для себя встретить любимого человека. Вас может завлечь занятие искусством, а также индивидуальный творческий процесс, и знакомство с творческими людьми у вас может произойти, которые будут разделять ваши интересы. Также возможно получение прибыли, особенно если вы в браке
или вы живете с партнером, то ваш партнер может начать зарабатывать больше. Можете получить выплаты или наследство. В конце месяца и до середины декабря можете узнать о получении прибыли. Хорошо будет в этом месяце заняться своим психологическим здоровьем. Девы, неожиданно для себя вы можете начать путешествовать или начать изучать новый язык. Вы будете развивать в себе творческие способности. Кстати, стоит внимательно относиться в этом месяце к своему здоровью. Хорошо бы пройти медобследование, сесть на правильное питание и заняться духовными практиками. Далее у вас возможна смена работы или перемена на работе. Ну или перемены затронут вас с вашим коллективом. В этом месяце вас ждут хорошие новости о семье. Или в этом месяце у вас будет семейный праздник. Одинокие представители знака Девы могут получить предложение руки и сердца. Все ссоры и конфликтные ситуации вы оставите позади. В доме будет царить гармония и уют. И самое последнее, что хочу сказать, что вы можете сменить место жительства или такой момент подавать документы на постоянное место жительства. Весы. Вы можете неожиданно как потерять доход, так его и приобрести. Особенно перемены могут произойти у вашего партнера в сфере финансов. Вы можете получить наследство, разбираться со страховкой, налогами. Кстати, отношения с партнером могут перейти на более высокий уровень. Не исключены перемены, связанные с творчеством. Вы можете начать зарабатывать на своем хобби, или вы закончили курсы, будете зарабатывать после них. Возможно, обучение новому делу, общение с большим количеством народа, встреча с друзьями, родственниками. Ваш круг общения на самом деле очень значительно увеличится. Многие представители знака Весы будут прилагать усилия для того, чтобы продвинуться в сфере медийности, блогинга. А также вы станете очень известными, узнаваемыми людьми. Такое тоже может быть. Если вас беспокоили проблемы со здоровьем, то в конце месяца возможно выздоровление. У многих представителей знака Скорпион возможны перемены в семейной жизни, в партнерских отношениях, а также перемены в коммуникации с людьми, может, с работодателем. Все семейные вопросы или вопросы, связанные с недвижимостью, выйдут на первый план. В сфере финансов будут положительные моменты и будет некий такой баланс в этой сфере. Возможны перемены в сфере работы, заработков. Вы будете очень умны и мудры и будете плодотворно трудиться, и ваши труды будут вознаграждены. Если у вас есть дети, вы узнаете от них хорошую весть. Те, кто планировал зачатие, благоприятное время в конце ноября. Хорошо заниматься спортом, путешествовать или заниматься творческим проектом. Кстати, в сфере здоровья у вас такие успехи будут в конце. Это вообще просто может быть даже выздоровление, если вы болели. Стрельцы. У вас могут быть неожиданные новости и перемены, связанные с рабочими моментами. Перемены в финансовой сфере и в сфере здоровья. Вы можете сменить рабочий коллектив, отправиться, на курсы от вашей работы. И начиная с 17 ноября будет много положительных моментов в вашей жизни. Вы смените имидж, будете отлично выглядеть. В любом деле и в творчестве будет царить успех. А также вы будете любить себя и уделять себе чуть больше внимания. Успешное подписание контракта, документов в конце месяца и удачная покупка жилья может быть, переезд, гармония в семейной сфере. Если вы планировали беременность, то это удачный месяц в конце будет. Также возможен переезд за границу с семьей. Козероги могут быть перемены в творческой деятельности. Можете начать планировать свой творческий проект, а также вы узнаете новости от ваших детей. У вас может начаться насыщенная жизнь в плане веселья, в плане спорта. И, кстати, будет меняться источник вашего дохода.
вы будете заняты собой, своей внешностью и внутренней красотой. Некоторые представители встретят вторую половинку или будут очень влюбчивые. А также некоторые козероги примут решение работать на себя, и это дело вам будет приносить не только доход, но и удовлетворение, или вы будете работать в изолированном каком-нибудь закрытом пространстве. Многие захотят проверить свое здоровье и лечь в медучреждение, провериться. Пересмотрите свое прошлое и реорганизуйте свое окружение и то, что изжило себя. Хорошо заняться духовными практиками или эзотерикой. А в конце месяца вы начнете общение с новыми людьми или будете обучаться чему-то новому. Водолеи. Возможно, перемены в вашем доме, в семье, перемены у ваших детей или родителей. У вас будет много знакомств, появится большое количество новых друзей, или вы будете общаться с людьми с одной общей идеей. Может быть, кстати, друзья помогут в сфере заработков. Вы можете сменить работу или поменять профессию, и вам это, кстати, будет очень нравиться. Многие представители знака Весы могут встретить свою вторую половинку. А еще что может быть. Возможен отдых в большой компании и переезд вместе с друзьями в другой город или в другую страну. В конце месяца будут очень положительные новости в сфере финансов, а также отличный финанс. Рыбы. Можете сменить свое окружение, поменять сферу деятельности, а также будете обучаться новому делу или обучение в другом месте у вас будет проходить. Многие рыбы могут переехать, сменить место жительства. Кстати, следите внимательно за своим здоровьем. Если нужно пройти обследование, не затягивайте. Далее, возможно, смена работы, рабочего коллектива, материальные блага в середине месяца выйдут на первый план. Вы можете встретить медийного человека и выйти за него замуж или жениться. А также вам будет сопутствовать успех в вашем творчестве. А может, у кого-то появится склонность к психологии, эзотерике. А также вы можете стать медийным и популярным человеком. Конец месяца принесет плоды и подарки в профессиональной сфере коммуникации. Вы будете справедливы по отношению к себе и к другим людям. Рыбы, ждите подарков от Юпитера в конце месяца. Итак, большое всем спасибо за внимание, за просмотры. Кому было интересно, подписывайтесь на мой канал. Все ссылочки оставлю в описании. Всем большое спасибо. Пока-пока.